Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что вам важно услышать? Что нужно знать? К чему приготовиться? Вот давайте узнаем, что же нам карты подскажут, какая информация будет для вас важна прямо сейчас, ну и правда, к чему быть готовым. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, куда же без него. И наш расклад подойдет одинаково, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Итак, у нас сегодня колода Чиро Маркетти, Таро снов. Может быть, вот этот сон, или о чем вы предполагаете, а что же станет явным? Может быть, и есть какая-то запутанная история или какая-то тайна, которую нам сегодня раскроют карты. И вначале сигнификация, кто вы. Тот человек, который буквально выплакал много слез, тот человек, который прошел очень много разочарований. Я всегда говорю по этой карте, здоровое равнодушие уже не болит, но пока непонятно, что с этим делать. Ну, вот такое начало. У кого-то эта ситуация именно связана с личным с чем-то, с тем, что когда-то начиналось, потом, может быть, внезапно прекратилось, и вы это не могли изменить. Может быть, это было связано с чьим-то, как, знаете, силовое решение или непредвиденные и непреодолимые ситуации, сложности. Это та история, когда вы не были над нею властны. Вы не были властны принимать решения за кого-то. Вы не были властны кардинально что-то менять. Но в вашем прежде какая-то история, представление, тут должно, если так вот по-благородному, по-правильному, оно не должно было быть именно так. У кого-то это могло совпасть как предательство со стороны близких. Да, королева мечей, и я вот часто по этой карте говорю, не все дочки папины принцессы, есть и мамины воины. Две карты, которые будут говорить о том, что мы прошли очень сложный путь вот у вас сейчас. Это где-то, знаете, вот у меня есть статья на моем сайте «Медуза Каргона. История превращения». Вот рекомендую прочитать, из-за чего она пострадала. А она пострадала именно за своей наивности и доверчивости. Все-таки вот эта тройка мечей мне где-то напоминает, да, по королеве это вы уже этот опыт прошли. Но это то, что вас сейчас, знаете, гнетет. Или вас буквально держит. Вы пока эту ситуацию, вы ее пережили. Но вот, видимо, какой-то период, пока это здоровое равнодушие, когда мы можем, вот, знаете, сказать, ну вот нет уже и не надо. Или сейчас уже другая реальность. Вот вам еще какие-то последние шаги, как будто нужно завершить. А у кого-то из вас что прямо сейчас? Может быть, человек, который какое-то время выпал как из вашей жизни – по самым разным причинам. Здесь заново возвращается, а вы за это время уже поняли, что, ну нет, мне тут нужно отстраивать свою стратегию, свой какой-то уклад жизненный. И это для вас, кстати, неожиданно. Для кого-то из вас это могла быть та история, которая связана, кстати, даже с ревностью. Может быть, по этому аркану была ваша абсолютная убежденность, может быть, вы кому-то даже помогали, да, прежде, а потом вот оно как либо было разрушено, или все сошло на нет. Что прямо сейчас для кого-то из вас вот не должно быть, знаете, ну, наверное, наивности или розовых очков как минимум, потому что если прямо сейчас нам четко говорят, у тебя сейчас на кону буквально сохранить себя и, может быть, уделить время финансам. Но где-то карты подсказывают, что будет риск в том, что будет желание, как будто это точно, соскользнуть в какую-то прежнюю историю, от которой вы уже точно знаете, что ничего хорошего не следует. Может быть, я допускаю, человек возвращается в вашу жизнь. Может быть, это кто-то написал вам, получили известие, или с кем-то уже были переговоры, разговоры. Это, знаете, как некое дежавю, которое, правда, вам возвращается именно в тот момент, когда вы уже почти, ну, на 99% готовы это отпустить. И вы уже настроили себя, прошли вот этот сложный путь по тройке мечей. Но тут какая-то история –
как будто заново бы пытается воскреснуть буквально, и вы не знаете, что с этим делать. Но вы не ждете ни от человека каких-то, ну, может быть, волшебных перемен или того, что люди способны меняться. Вот тут вы явно настороже. Вот что вас отличает как сигнификация? Вы сейчас, ну, пытаетесь, наверное, прочувствовать действительно больше интуиции. Могу ли я доверять? Или я соглашусь, а потом, что это для меня будет? Да, тут вы пытаетесь себя максимально обезопасить. Правильно делаете, мои дорогие. Тут как будто вам еще предстоит от какой-то ситуации уйти. Высшие силы вам в этом помогают, потому что по аркану колесница все равно перемены. Дворец кубков. Вот в этой колоде у нас есть такие карты, как дворец. Ни в одной колоде нет. И это имеется то место, где мы сейчас. Так вот, для кого-то из вас это много эмоций, какая-то история забирает, которую, ну, вот так одним махом не решишь. А с другой стороны, это может быть еще и такой момент, когда вы, ну, действительно, как душой прикипели. Или какая-то история длительная. Может быть, человек вам дорог, мои дорогие. И тем не менее, обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал дворец кубков очень холодной картой. Это холодная голова. Это где-то вокруг вас, может быть, сейчас спокойная достаточно обстановка. И вы, вам дает шанс где-то, так карты ложатся, обдумать, причем так кардинально, в чем вы будете участвовать, что вы будете продолжать, от чего следует отказаться. Потому что по этой карте хладнокровное изучение эмоций, собственно. Понимаете, видимо, из-за того, что много эмоций каких-то горячих, теплых, для вас очень приятных, важных было раньше, из-за этого и произошла либо какая-то ошибка ваша, может быть, или произошло предательство. Оно ведь тоже постепенно складывалось, а вы этого не увидели. Но вот теперь ваша задача, и вы можете где-то это чувствовать, что мне самое главное не соскользнуть. И есть какая-то тема, и в жизни что-то меняется, мои дорогие, когда, ну, точно совершенно нельзя действовать на импульсе или даже из добрых побуждений. Вот обратите внимание, тройка кубков Чиро Маркетти прорисовал маску, как бы давая понять третье лишнее. Ты можешь начать какую-то историю, а потом, ну, все равно она две тройки. Это карта будущего, не повторяй, как будто прежний опыт. И именно когда мы связаны эмоциями. И у нас вверху, в правом верхнем углу, знак рака, мои дорогие. Но тем не менее, карта нам говорит о переменах, потому что Меркурий в раке. И, возможно, вы столкнетесь и еще не раз с какой-то информацией, когда вам будут говорить одно, а думать совершенно другое. Будьте к этому готовы. Может быть, это вы сейчас где-то чувствуете, что мне человек не договаривает. Для этого вот и нужна холодная голова. Может быть, вы зависите от человека, который, вот, кстати, у кого-то будет связано с личной жизнью и именно с тем, что с вами, к примеру, человек возобновил общение. Или пусть оно и не прекращалось, но оно идет сейчас в каком-то другом формате. И вроде как уже присутствуют либо первые предпосылки будущих договоренностей, вот именно, внимание, предпосылки. Конкретики здесь нет. Но у человека свой какой-то план все-таки есть. Ведь не случайно Чиро Маркетти маску прорисовал, а мы говорим третий лишний. Здесь как будто в вашей судьбе, по крайней мере, на ближайшее время, может быть только один человек надежный. И если у вас сейчас его нет, тогда приготовьтесь какой-то период, как будто придется пройти самому. Может быть, вы это и сами где-то понимаете. Так что же в вашей жизни происходит прямо сейчас? Ну вот отшельник. Какую-то дорожку, может быть, вам предстоит пройти. И для кого-то конкретно выбраться из финансовых трудностей. По этой карте это карта радости, это карта изобилия, процветания. Может быть, вам нужно стабилизировать собственную жизнь. Вы знаете, это тема номер раз, и вы где-то можете это тоже чувствовать, потому что у нас начинается все с каких-то разочарований. И вот эти две тройки, да, если мы сказали третий лишний, а может быть только два.
Поэтому тут какая-то игра чужая, мои дорогие, должна быть закончена. И вот кто? Это ведь мы смотрим на сигнификацию. Я могу точно сказать, она подойдет. Или наш расклад подойдет для тех, кто совершенно четко понимает, да, в отношении меня идут какие-то либо уловки, либо какие-то свои планы, тайны, мне всего не говорят. Но в конечном итоге в этой игре я как ненужное третье звено останусь. И мне сейчас нужно все-таки какой-то своей дорогой идти. И для этого совершенно необходимо как будто что-то завершить. Это правда. Причем завершить окончательно. Вот удивительно, да? Смотрите. Тройка кубков. Судьбоносный расклад. Тут есть какая-то тройственный союз или тройственная ситуация. Или как игра чья-то. А должно остаться только два. И пусть это для кого-то у вас как два проекта по работе. Два или три, может быть, даже, да, или три человека, с которыми вы взаимодействуете. Может быть, это три как направления. Ну или для кого-то из вас это три варианта. Может быть, это когда, к примеру, ну где-то мы это затрагивали, что у вас сейчас по тройке мечей, в принципе, может быть много составляющих, может быть и финансы, и взаимопонимание, то есть ближайшее окружение. Плюс еще и это вопросы работы, достижений. Вот все в один клубок перемешалось. Но вот теперь, видимо, как минимум какие-то две важные сферы жизни. Это вот именно так. Когда вот именно им нужно уделить внимание. Не распылять свое внимание. Вот это факт. Не распылять свои силы. Их не тиражировать. Потому что вот действительно, что-то третье, оно ненужное. Или оно должно, может быть, сами какие-то вопросы решаться именно тогда, когда будет что-то более основное. Потому что когда три, это всегда то, что создает нам какую-то путаницу и хаос. И я могу точно сказать, что тут по девятке кубков, именно в этой колоде, первое... Это у нас отшельник, который идет всегда своей дорогой, своим путем. И это то, что нематериальное, это то, что возвышенное, это то, что вот как раз земное, это у нас девятка кубков. Вот, видимо, вот эти два понятия, может быть, это даже финансовая стабильность, или, может быть, это для кого-то из вас, ну, будет означать где-то даже через работу. И одновременно с отшельником пересекаться, это как ваш проект или какая-то ваша идея. Но, правда, тут какая-то сложная конфигурация, когда вроде и переменные, которые уже идут, и вы их чувствуете. Но как их встретить? С чем мне согласиться, от чего отказаться? Вот, наверное, такая задача, как ребус у вас сейчас стоит. Но вот для кого это откликается, мои дорогие? Продолжим и узнаем дальше. Что вам важно знать прямо сейчас? Раскладываю эти карты. Что же вам важно знать прямо сейчас? Какие подсказки придут? С чем это будет связано? Основная задача, тем не менее, вот именно надежные люди, искренние люди, посмотрите, и ваша сила. Нам практически уже об этом сказали. По восьмерке кубков для кого-то из вас не бойтесь как от чего-то отказаться. Не бойтесь совершить, может быть, для себя такой очень важный реванш, когда вы в чем-то ставите точку. Вот это вот важно вам услышать, как будто от этого будет зависеть сила. Вот это третье лишнее, и нам показан человек, который буквально уходит. Мы как будто поднимаемся быстрее, да, вот такая почти невидимая лесенка, на которую взбирается человек. И, кстати, как бы ногой человек. А когда это изображение присутствует, это всегда уязвимость мы чувствуем, незащищенность. Мы чувствуем душевный холод, мои дорогие. Мы чувствуем, что мы как одни. Хоть и говорят, один в поле не воин, но вы воин. Других вариантов как будто нет. Вот эта сила, она именно приходит от осознания, что я сейчас могу сам или сама многое совершить. И как будто это вот важно услышать. Потому что вам лично, мои дорогие, еще предстоит по девятке монет, правда, сделать какой-то финансовый прорыв, заработать деньги. Может быть, решить какую-то финансовую тему или вопрос.
Я могу сказать, что вам важно знать прямо сейчас. Для кого-то из вас состоится важное знакомство только тогда, когда вы именно исправите ситуацию, которая касается вашего благополучия и финансовой стабильности. Увы, я должна это сказать. Почему? Я допомню. Тут ведь у нас еще проходит такой момент. И если мы говорили тройка кубков, да, и там у нас был изображен Меркурий в раке, да, я об этом сказала. А здесь у нас, мои дорогие, изображена Венера в раке, двойка кубков. Это Венера – это всегда благополучие. И если Меркурий – это всегда переменчивость, где-то элемент ненадежности, быстро меняющихся событий, условий или быстро меняющихся чужих мнений, то здесь вот именно должна быть стабильность. И первое, я бы сказала, задача номер раз – именно стабилизировать финансовую ситуацию. И вполне вероятно, следом за этим, может быть, вы встретите какого-то человека, а тут, скорее всего, в вашу жизнь буквально врывается какая-то новость, которая будет связана с тем, что не могу сказать, что это по личной жизни. Нет, тут, скорее всего, какая-то ситуация либо по работе, либо по документам. Возможно, вам придется, это важно услышать, поехать и именно заниматься какими-то важными бумагами по тем новостям, которые вы получите. Для кого-то из вас может быть даже так. Вы получаете деньги, и потом эти деньги понадобятся для каких-то выплат. Или как будто их придется, может быть, потратить. Вам еще будет напоминать о себе тот человек, который вас разочаровал. Давайте скажем в целом. Но ваша задача вот именно идти вперед. Тройка жезлов всегда карта будущего, мои дорогие. Солнце в Овне. Вот кто смотрит наш расклад вот именно прямо сейчас, это у нас март. Из 20 марта Солнце в Овне. Я могу предположить, что с 21 марта 2026 года у вас будет такой своеобразный прорыв. Это может быть как ваше абсолютно точное решение, которое будет вами принято, потому что вы увидите, что, может быть, вам будет необходимо еще какое-то время ухаживать как за проектом или буквально накапливать собственные ресурсы. Вполне вероятно, для кого-то из вас тут придет какая-то новость, которая с тузом кубков будет связана с множеством эмоций или глубокие какие-то эмоции, которые могут свидетельствовать о большой радости. Вполне вероятно, что и эта радость, она вами будет оценена очень осторожно, это точно. Для кого-то из вас, что важно услышать, вам действительно придется принимать однозначное решение, и основная задача выйти из какого-то жизненного тупика. Вам придется тоже принять какой-то важный выбор сделать, потому как по-другому не может быть. И это может сопровождаться с большим количеством страхов, мои дорогие, или большим количеством сомнений. А что это такое? Что это вам важно услышать? Тут все больше какие-то эмоции, рыцарь мечей. Нет, тут вполне конкретная информация, которая касается, может быть, даже документов, или у кого-то это связано с работой, когда не будет, как прежде. Вам придется, правда, самим предпринимать что-то, может быть, куда-то поехать, взаимодействовать с некоторыми людьми, договариваться, подписывать документы, именно потому, что по-другому оно не будет. Поэтому приготовьтесь, на кону ваше солнце. Какая-то история, которая была связана, скорее всего, с конкретным человеком. Может быть, вам подано, может быть, и как человек появляется. Я не могу, конечно, отрицать, что нужно услышать. Наверное, быть готовым, хочется сказать так. Потому что люди из прошлого в самое ближайшее время, они вас не оставляют. Нет, тут явно может быть как возвращение человека или попытка вот этот дежавю создать еще раз. Именно потому что, либо вас видит человек интерес, либо у человека что-то меняется. Он будет вас, будьте к этому готовы. Вас какой-то человек, зная вас самих, может быть, зная настолько хорошо, как на какой там струне души, какую мелодию сыграть у вас, человек тоже ведает очень хорошо, и поэтому
именно пытаться вас заинтересовать. Может быть, этот человек уже даже видит вашу некую отстраненность или ваше даже какое-то равнодушие. У вас какой-то человек поставит перед выбором. Я не могу сказать, что это будет выбор более четкий, но то, что вас это эмоционально зацепит, это факт. Может быть, именно поэтому нам такую сложную прелюдию рассказывали карты. Потому что вам предстоит сделать какой-то очень непростой выбор, который будет отчасти связан с той историей, в которой вы уже были. Вот интересно, а что же это? Определенно есть составляющие, куда вам не надо. Вас будут пытаться запутать, мои дорогие, будьте к этому готовы. Вы получаете новости, вы получаете документ, или вы получаете деньги, как будто вам это нужно сохранить. Карта императрицы, и обратите внимание, Чару Маркетти прорисовал как с младенцем на руках. Это символ жизни. Вам, как судьба, высшие силы будут помогать, давая вам определенный шанс. Но что с этим шансом делать? Вполне. Так сложно за один момент решить. Вас будет точно что-то радовать. Вам будет приятно что-то слышать. Радость определенно есть. Но вот этот выбор, он не будет совсем простой. Будьте к нему готовы. Будьте готовы к тому, что вам придется много работать. Вот, кстати, по части финансов одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И вот обратите внимание, но будет и то. Вот у вас все время полярно. Это, знаете, такой своего рода период качелей, когда есть то, что вы продолжаете, а есть то, когда нужно себе сказать: я сделал все, что мог. Именно в этой карте, в этой колоде Чару Маркетти, посмотрите, уставший воин. Хотя ведь я говорю, что в герметической колоде Таро девятка жезлов, карта великой мощи. Мы успели накопить, или мы должны накопить какие-то силы. Здесь Чару Маркетти прорисовывает, как мы должны именно накопить эти силы. Потому что присел воин, вот я надеюсь, это видно, даже прикрыл глаза. И как будто он уже, вот знаете, вот выдох такой полный. Сам себе говорит: да, я сделал все, что мог. Вот у вас какой-то такой будет момент. Что еще вам нужно услышать? Сама справедливость вступается как за вас, для того, чтобы вот как можно быстрее какие-то разочарования они вас оставили. Причем по пятерке кубков это вот какой-то проигрыш или какие-то ошибки. Вполне вероятно, по аркану справедливость может быть и такая ситуация, когда вы можете, на какой-то процент исправить что-то. Или можете что-то, вот знаете, это то, что вам причитается как по судьбе. Вам судьба может вернуть, я вот об этом тоже вот этого не исключаю. Может быть, не так все это просто по аркану справедливости, поскольку здесь определенно есть какие-то разочарования. Но часто я говорю, вот баланс какой-то у вас восстановится, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас это в первую очередь баланс, который касается финансов. Вы от чего-то должны как оттолкнуться. Словно вот был один пентакль, да, у нас дальше выпадает карта императрица, а далее восьмерка монет. Мы как будто из одного пентакля должны буквально создать 8 и что-то продолжать. Поэтому что важно знать, что важно услышать. И я тут вижу, тут работы будет много, мои дорогие. Но именно это будет означать для вас как добрые перемены и дорога к свету, дорога к ясности. Поэтому первое, если мы говорим, если тут даже у нас двойка выпадает, да, мы говорили как две, может быть, сферы жизни, или как два направления самых важных, то первый – это действительно, это будет ограничить именно с финансами, решением каких-то финансовых вопросов. Давайте мы так сдвинем, и теперь мы дальше спросим. А что произойдет? Потому что очень хочется узнать, а что же произойдет в вашей жизни совсем скоро. Вот будет какой-то итог, когда вы действительно сумеете забрать свое. Вот здесь человек забирает свое, тем не менее. Конечно, мы говорим по этой карте, карта хитрости, обмана, карта вора, хотя нигде это не прописано. Но, тем не менее, вот Чару Маркетти так прорисовал, что крадется как будто человек, да, но 5 мечей забрал, а 2 оставил. Не мое, мне не надо. Вот я больше вижу, вам нужно забрать свое. Что скоро случится? Двойка мечей. Какое-то разочарование, вот это, понимаете?
Вот очень так философски выпали у вас карты. Мы только что сказали о 2 мечах, и вот они, пожалуйста, выпали. Вот свое как будто мы забираем. А вот эти 2, не случайно человек, он даже на них не смотрит. Его задача, знаете, ну как раствориться, словно меня здесь не было. Поэтому, мои дорогие, будьте готовы к тому, что вам придется, может быть, хитрым способом каким-то действовать. Я не говорю, что тут, знаете, такая хитрость жестко продуманная, какая-то уловка. Нет. Но тут в отношении вас может быть тоже непросто. Поэтому те ваши традиционные какие-то методы не сработают. Придется искать именно альтернативное. Явно человек пришел за своими мечами. Почему? А потому что при свете он не может их забрать. Просто не может. И значит, это все-таки мое. Он это забирает. Вот, а по 2 мечей не все подряд забирает, а есть то, что он должен оставить тем, кому это принадлежит. Поэтому для кого-то из вас, что скоро произойдет, вот все вот эти сложности, обратите внимание, вот эти переживания, глубокие разочарования, где-то может быть и тревога. Или когда вы кому-то долгое время помогали, дали у нас аркан справедливость, теперь словно по справедливости высшие силы будут помогать вам. Это как стечение ситуации или появление, ну, знаете, как оказия в нашей жизни, или какая-то конфигурация для вас будет складываться именно так, что вам дается шанс. И вполне вероятно, вот это и будет где-то что-то альтернативно непростое, что скоро произойдет. Возможность к вам приходит на ваш порог, вам как по судьбе, но вы можете сомневаться, потому что вы, ну, как будто не рассчитывали на это. Вы предполагали, ну, что-то совершенно другое. Но есть то, что вам придется совершенно точно оставить и как будто сказать себе, ну, все, я вот точно, вот этим больше я не занимаюсь. И именно после этого, как в вашу жизнь врываются перемены. Может быть, у кого-то это связано с человеком, а у кого-то это будет связано, да? Вам как будто нужно мчаться налегке. Вам нужно себя, ну, как будто подготовить к тому периоду, может быть, для кого-то, когда вам будет совершенно необходимо быстро, с низкого старта, куда-то отправиться. Я такое не исключаю. Именно потому, что внешняя обстановка может складываться таким образом, что, ну, как в анекдоте, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Здесь будьте готовы к тому, что еще меняться будет. Башня ведь это всегда структура, поэтому у кого-то из вас меняться будут законы, меняться будут какие-то положения. Вполне вероятно, бумаги, которые вам придется оформлять или переоформлять, будут как раз связаны со сменой, ну, каких-то постулатов, приказов, а может быть и законов или дополнения к законам. Так что уже скоро случится, что произойдет. Снова аркан. У нас выпадает отшельник, что скоро случится, дворец жезлов. Вот смотрите, в данном случае дворец жезлов, я говорила, что дворец это где мы находимся. И жезлы это вот такая карта изобилия, процветания. Но это мы говорим жезлы, дела, работа, бизнес всегда, правда? Или откуда к нам приходят деньги. Увы, наш расклад. И хоть он и где-то я подразумеваю, что он будет связан и с личной жизнью, или много эмоций, но карты больше делают акцент именно на том, что мы сосредотачиваемся на наших собственных планах. И вот Чиро Маркетти очень такая красивая карта, несмотря на то, что у нас там выпадал в сигнификации аркан Дворец Кубков, да, холодная карта, холодная голова, а эта карта теплая, обратите внимание. Это карта сосредоточенности и движения. Да, она изображает теплую атмосферу. Это то, что поощряет наше вдохновение. И дает импульс к запуску каких-то новых планов. И здесь ведь конструкция, сама по себе архитектура красивая. Архитектура – это как организация. Вот ваша задача как будто в одиночку совершенно новое качество жизни. Вот и что скоро произойдет? Вот может быть, когда вы, ну, немножко концентрируетесь или немножко на своих задачах, на своих ресурсах, на решении именно своих вопросов, а не на том, что вы кому-то себя отдаете, свою силу, свои планы, делитесь своими идеями. Вот для вас все важно. Делитесь своими финансами. Ну, понимаем, перекладываем на себя и понимаем это все
максимально, ну, как, здравым смыслом, да, но у вас именно от того, что вы увеличиваете свою силу, сразу многократно возрастают ресурсы. А следом, смотрите, вот дворец или дворцы в этой колоде – это как старшие арканы. И здесь 3, считайте, как 3 старших аркана. У вас совпадает аркан влюбленная. Вот может быть, когда вы стабилизировали финансовую ситуацию или разобрались отчасти сами с собой, или чему вы отдаете предпочтение, что вы готовы продолжать именно. Но это не касается ни разу чувств. Вот когда одна сфера жизни будет, ну, как уравновешена, или вам понятно, организовано, следом приходит чувство, приходит любовь. Так что же еще происходит? У кого-то приходят страстные отношения, мои дорогие. Для кого-то эта карта будет говорить, приходят большие деньги. Приходит и соблазн, аркан дьявол, мои дорогие. А дьявол – великий шутник, игра. Может быть, у кого-то из вас будет желание поставить все на кон. Может быть и так. Я всегда говорю, легкие деньги опасны. Поэтому, ну, здесь, знаете, как испытание на прочность может быть. Или вам, как будто по 15-му аркану, может сложиться такая ситуация, когда, ну, как судьба, вам может какой-то подобный прошлому экзамен еще раз предоставить. А вам как будто говорят, деньги, вот, кстати, заработать, я сказала, что мы можем. Но мы не должны быть заложником, да, вот как этот человек, который сидит в клетке. Она открыта. Вам придется далее что-то менять, мои дорогие, потому что вокруг вас будет меняться обстановка. И вот есть такое древо жизни в этой колоде, это как древо сферот. Полный баланс, полная гармония. Вы знаете, я могу сказать, что скоро произойдет. Давайте будем именно смотреть вот этот последний ряд карт, потому что, по сути, старшие арканы их много. Так вот, для кого-то это действительно вот этот путь в одиночку совершенно необходим, чтобы найти свое счастье. Отстроить, может быть, какое-то более стабильное финансовое положение. Уже не раз про финансы говорила, но без этого как будто невозможно вот именно любовь. Или встреча нужного человека, вашего человека. Для кого-то, может быть, это вам как подняться не просто над суетой, а вместе с тем, что вы будете создавать, может быть, креативить, меняется ваш статус. И ваш человек, может быть, на сегодняшний день, особенно для тех, кто один или одна, или в сложных отношениях, тут приходят отношения с совершенно другим каким-то человеком, которого вы сейчас не можете встретить банально только лишь потому, что вы даже на другой системе, ступени, точнее, иерархии, вам как будто нужно оставить что-то в прошлом, передохнуть, может быть, вот как этот воин на ступеньке, а потом дальше идти вверх. И далее не задерживаться. Поэтому для кого-то это может быть действительно. И не важно, сколько вам лет. Вы можете познакомиться, это будет вам как верный друг. Может быть, вы будете чувствовать даже себя на выборе. Но у нас все-таки двойка кубков была. И мы говорили, что именно два направления, которым сейчас нужно уделить внимание. Но дальше вот все равно тут что-то будет продолжено. Это может быть встреча с тем человеком, который способен заботиться, который готов принимать любовь и дарить любовь. И для вас, благодаря даже после вот этой важной встречи, вот и будет общий баланс и новое качество жизни. К чему еще приготовиться? Ну, наверное, я уже теперь не тяну. Дворец монет, мои дорогие. Хотя очень хочется. Дворец монет, опять же, посмотрите, когда именно дворцы выпадают. Это редко бывает, правда. А это наш дом. Это место пребывания. У кого-то из вас следом будут решаться вопросы по части недвижимости или вашего места проживания, может быть и так. Это, знаете, как наше место безопасности, это наши тылы, это наш дом, который нас готов принять любыми. Но у кого-то из вас именно и решаются вот эти два направления, как и по части вашего самовыражения, да, или какой-то вашей практики, которая именно для вас важна, ваша миссия, мои дорогие. У вас будет через какой-то период времени, видимо, вам это нужно было услышать, к примеру, если вы сейчас
но в каких-то внутренних сомнениях пребываете. Или спрашиваете у себя снова и снова, ну а будет ли, как на моей улице, праздник точно. Но будем помнить, что ваше солнце именно зависит от выравнивания двух сфер жизни. Сначала как стабилизация, может быть, вопросов работы и то, что связано с важными решениями, может быть, и важными документами. Вы как поднимаетесь над этой суетой, и только после этого новые люди входят в вашу жизнь. Но вместе с этим важным человеком в вашу жизнь приходит стабильность, приходит любовь, приходит надежность, мои дорогие. Вот этот надежный якорь или вот этот надежный тыл, который мы все с вами ищем. И вот именно это скоро произойдет. Насколько скоро, будем реалистами, потому что не назовешь наш расклад простым. Много сложных карт выпало, но оно, похоже, того стоит, мои дорогие. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь и пишете мне душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.